Kundam Girivarana Radhika Marvazam Prapto Jasya Pratitagribana Sri Gurundam We have a few slides that we can show you here today, and I think to do that properly, we need to turn the slide out for a few seconds, for 5-10 minutes. Я думаю, что сегодня мы можем начать с показа слайд-шоу, но для этого нам придется выключить свет. Поэтому может, пожалуйста, кто-нибудь около входа выключить свет. На минут на 5-10 погрузимся. Thank you, that's good. Спасибо. So there's a famous statement by a Nobel laureate named Romain Rolland in praise of Indian culture. Лауреат Нобелевской премии Ромейн Роланд многое говорил, прославляя культуру Индии. And he uses this expression, dissatisfied children of the spirit of the West. И говоря о ней, он использовал интересное выражение «неудовлетворенные дети духа Запада». So can you translate that? То есть здесь приведена цитата, полная его цитата такова. Многие в Европе, многих из нас более не устраивает европейская цивилизация. Мы неудовлетворенные дети духа западного мира. This is of particular interest actually to the modern Russian people. И на самом деле эти слова могут быть особенно интересны современным русским людям. Because to a certain degree it echoes the sentiments of Chagayev. Потому что до какой-то степени эти слова отражают чувства, выраженные в свое время Чаадаевым. When he famously said that the Russian people are neither Eastern nor Western. Когда он произнес свои знаменитые слова, что русский народ по сути своей не вполне восточный и не вполне западный. He's saying the Russian identity remains to be defined in that sense. И он добавил, на самом деле, сущность, природу России, русских людей еще только предстоит определить. And then modern times this points to individual self-discovery as well as collective discovery of the collective identity. И в контексте современного развития это указывает на поиск своего «я», самоопределения как индивидуального, так и коллективного, общественного. So this allows for the introduction of the artistic project. И это дает возможность сделать свой вклад искусству. The artists and spiritual thinkers, they're the arbiters of reality for society. Ведь духовные мыслители и художники, они арбитры, управляющие мировоззрением общества. Sometimes the artistic project is described as presenting the best of what has been thought and expressed. Иногда говорят, что цель художника – это представить, сделать доступным людям лучшее из того, о чем когда-либо мыслили люди. That's the purpose of a cultural exhibition like this. И именно в этом цель культурных выставок, таких как эта. Is to, as said here, artists should give new eyes to human beings. Как здесь сказано, художник должен дать людям новые глаза. And while we're at it, is there a reason that it's now off the screen? Okay. To pull it back. Anyway. So the artistic project is to give people a new way of seeing, a new perspective. Итак, цель художника – это дать людям новый взгляд на мир, новые глаза. That's also the spiritual project. И такова же цель духовного человека. Right? And it's also my project. Right?
now. И такова же и моя цель в данный момент. I'm giving you a new way to see everything that's on there. Видите, я поправляю проектор, даю вам новый взгляд, возможность по-новому взглянуть на изображение. But really, because we're mystified by the yogis, the rishis, the sadhus, the saints of the East. Мы испытываем мистическое благоговение перед великими йогами, мистиками, духовными мыслителями Востока. Really, but the parallel in the West is not limited to saints, but really secular saints in the forms of poets, writers, thinkers, artists of various kinds. Подобное благоговейное отношение также существует и в западной культуре, но на Западе подобное отношение выражают не только по отношению к святым, но и по отношению к так называемым мирским святым, то есть великим мыслителям, философам, поэтам. This is a famous painting by the surrealistic artist René Magritte. Это знаменитая картина художника-сюрреалиста Рене Магрида. Right, so his, it's a pun in a sense, a visual pun. В каком-то смысле здесь представлена визуальная игра слов, игра изображений. He's always playing with the objective world versus the subjective world. Рене Магрит всегда обыгрывал эту тему: объективный мир и субъективный мир. And the interpretation of the objective world. И интерпретации, что можно дать объективному миру. Like the other day, one man asked me, he said, about some particular thing, is there any objective evidence to prove that? Несколько дней назад один человек задал мне следующий вопрос касательно неких утверждений. Можете ли вы предоставить объективные доказательства того, что это так и было? And the response is that, oh, you mean some objective thing that you as a subject can interpret as true or false? И я в ответ ему сказал: то есть вы имеете в виду, чтобы я предоставил вам какой-то объективный предмет, рассмотрев который вы, субъект, придете к выводу, что это субъективно верное доказательство истины. So the title of this painting is The False Mirror. Эта картина, что мы видим сейчас, называется «Ложное зеркало». Right, so it's a question of self-discovery. Это вопрос открытия своего «я». Right? Another famous statement comes from William Blake. He's talking about, the doors of perception. That means the senses. If they're clear of acquired prejudice, then they can see everything as it is, which is infinite. Следующая интересная цитата пришла к нам от Уильяма Блейка, который говорил, что если двери восприятия будут очищены, двери восприятия — это наши чувства, тогда мы сумеем увидеть все, как оно есть, то есть как бесконечное. And what's the idea behind the infinite is described by Pascal as everywhere center, nowhere circumference. И Блес Паскаль, он описывал, что означает бесконечное. Он описывал это так, что везде, в каждой точке находится центр и нигде нет окраины. That's the spiritual project. Это духовная точка зрения. From where we are at present, in the midst of more or less endless distraction, how we can connect to the central conception of the infinite. В этом наша с вами задача, как мы с вами, находясь, будучи непрерывно отвлекаемы бесконечными событиями вокруг, сохранить свою сосредоточенность на центре. So it's really about subjective culture. Поэтому здесь необходимо субъективное развитие. Right? And trying to discover beauty. Необходимо постараться найти красоту. Right? Once there's a famous statement from Dostoevsky saying that beauty will save the world. Знаменитые слова Достоевского: «Красота спасет мир». And again, that's the artistic project, it's the spiritual project. How to discover beauty and introduce that within our lives. И это цель как художника, так и духовного человека. Попытаться обнаружить, найти красоту и привнести ее в жизнь. So, and really, spiritual culture and real work, it presents beauty in such a way that it's irrefutable and undeniable, and we have to accept it.
Когда мы видим перед собой подлинное произведение искусства, то мы чувствуем, что эта красота, ощущение красоты столь неопровержимо, что мы безоговорочно принимаем это. But leading the great English wit Oscar Wilde to make this statement, he said, all art is quite useless. И это привело известного английского писателя Оскара Уайльда к следующему утверждению: всякое искусство совершенно бесполезно. So that seems to be a contradiction to what we just said. Казалось бы, эти слова противоречат тому, о чем мы говорили только что. We're saying in one sense it's the most valuable thing. Here we're saying it's quite useless. Ведь только что мы говорили, что искусство это нечто самое важное, и тут мы видим эти слова: всякое искусство совершенно бесполезно. But what he meant to say is it exists for itself, by itself. It fulfills its own purpose. Но что он имел в виду, что искусство существует само по себе, само ради себя. Оно исполняет только свои собственные цели, не служа никому более. It may be extremely valuable. Но при этом оно может быть невероятно ценно. Just like this painting of Pablo Picasso is called The Boy with the Pipe. It's sold for close to 100 million euros. Например, эта картина Пабло Пикассо, которая называется «Мальчик с трубкой», она была продана за сумму порядка 100 миллионов евро. So it's a question of subjective value versus objective value. Поэтому мы видим вопрос, какова ценность с объективной точки зрения и какова ценность с субъективной точки зрения. Right? This is another painting by Picasso. You see the white-gloved Christie's people putting this painting on the auction block. It's sold for 100 million euro. А вот еще одна картина Пабло Пикассо. Вы видите, как работники аукциона Кристи в белых перчатках бережно держат эту картину. Эта картина была продана с аукциона за 100 миллионов евро. Now we could do an analysis, like what do you call the guys who do the breakdown on the iPhone? I fix it. Well, no, where they find this part, they break one down and say this costs 85 cents. Anyway, the same idea. We can do an objective analysis of this painting and establish its objective value. И теоретически мы могли бы провести глубокий анализ этой картины, чтобы установить объективную ценность этой картины. Знаете, как в современном мире есть люди, которые пытаются выяснить реальную ценность того или иного устройства, айфона или чего-то еще. Они выясняют, эта микросхема стоит столько-то, это было до столько-то, общая сумма материалов такова. And we'll discover that the canvas costs this much money, it has this much in terms of paint, a wooden frame, etc. И благодаря такому анализу мы могли бы выяснить, что в этой картине есть какое-то количество холста, на эту картину потрачено красок на небольшую сумму и стоимость деревянной рамы. Maybe the total value is 100 euros. И, допустим, итого мы насчитаем на 100 евро. So how does something go from being 100 euros to 100 million euros? Но как может что-то перескочить от стоимости в 100 евро к стоимости в 100 миллионов евро? And the subjective aspect. Важен субъективный аспект. I mean, the experts, the connoisseurs of taste, they can recognize the subjective value of this painting. То есть эксперты, духовные ценители, ценители искусства, они способны оценить субъективную ценность этого предмета искусства. So what it's showing us is that real value, real substance lies in the subjective plane. И этот пример показывает нам, что настоящая ценность заключена в субъективном. This is a concept our Guru Maharaj presented called the subjective evolution of consciousness. Наш Гуру Махарадж представил концепцию, которая называется субъективная эволюция сознания. Where he poses the question that shall we conceive that stone produces consciousness? И он задает следующий вопрос: следует ли нам думать, что камень породил сознание? Or that consciousness conceives stone? Или что сознание думает о камне? Objective evolution is presenting the idea that stone produces consciousness. Теория объективной эволюции утверждает, что камень породил сознание.
Right? But the subjective evolution of consciousness is saying that the objective world is the outcome of subjective experience. Но субъективная эволюция сознания утверждает, что, напротив, это объективный мир, это результат, исход действий субъекта. Right? That the whole objective world is like an iceberg floating in an ocean of consciousness. И весь объективный мир подобен айсбергу, плавающему по океану, по поверхности океана сознания. So again, it's pointing to the power of consciousness and to consciousness being the primordial substance. Это указывает на мощь сознания, на то, что сознание – это первоначальная субстанция. So just as here we say that something may be hard or soft, heavy, light, possess length, breadth, height, color, depth. Мы можем, глядя на какой-то предмет, описывая что-либо, сказать, что этот предмет твердый или мягкий, у него есть определенного рода цвет, он тяжелый или легкий, у него есть своя высота, глубина, ширина. So an object is a cluster of subjective concepts. То есть объект – это совокупность субъективных концепций. So it points really to the spiritual aspect of things. Это указывает на духовный аспект предметов. Right? So, but we're told from the dominant scientific paradigm is that within the universe there's a trillion stars, and that on one of them, on one planet within a trillion stars, there's a conscious elite. Но преобладающая научная парадигма говорит нам, что существует порядка триллионов звезд. И среди всех этих звезд есть одна планета, которая, насколько мы знаем, поддерживает жизнь. So that's not just a 1 in a million chance, it's a 1 in a million chance. Поэтому здесь мы говорим не об одном шансе на миллион, а об одном шансе из миллионов. So in this scenario, the universe is virtually infinite. One planet possesses life as we know it and sustains a conscious elite. И с этой точки зрения планета, этот мир, Вселенная, объективный мир практически бесконечен. При этом есть всего лишь одна планета, которая, насколько мы точно знаем, поддерживает жизнь, и среди этой жизни есть наделенная сознанием элита. And that conscious elite, I mean, human society, if you get lucky on a good day, you get a drop of happiness. И некоторые представители этой наделенной сознанием элиты, то есть человечества, иногда, если им повезет, в удачный день испытывают капельку счастья. And so the Vedic scenario is just the inverse. Но Веды предлагают противоположную точку зрения. Right? Which is that there is, as we told before, the objective world is like an iceberg floating in an ocean of consciousness. Они говорят, как мы уже говорили ранее, что весь объективный мир, материальный мир, это лишь айсберг, плавающий по океану сознания. Right? And the target of consciousness is happiness or ecstasy, and that is infinite. Но устремление, цель сознания – это экстаз, блаженство, которое безгранично. So in Vedic terms, they say the human form of life is meant for this sort of inquiry. И Веды говорят, что человеческое рождение предназначено для того, чтобы задаваться такими вопросами. Свет обязательно, может быть, Turn it off. Ну, давайте снова Almost done. Еще чуть-чуть. So we're told that at present we're living in the age of search. Нам иногда говорят, что сейчас мы живем в эпоху поиска. Right? We have the internet, we have Google. У нас есть интернет, Google. Because we understand beyond our individual seeing, we're gathering data individually.
Поскольку мы понимаем, что каждый из нас собирает данные индивидуально, обретает опыт. This is Google customized for Moscow. А это Google специально для Москвы. So that means I understand. I'm gathering information individually and making projections, conclusions, observations on the basis of that. Каждый понимает, я накапливаю сведения об этом мире, и опираясь на свои ощущения, я делаю какие-то выводы, умозаключения. But I have limited knowledge. Но мое знание ограничено. Just like on the way here, I had to ask somebody else for directions. Например, по дороге сюда мне пришлось спрашивать некоторых людей, куда мне пройти далее. So that means in a practical way we understand the benefit that I can expand, enlarge myself and my understanding, my knowledge, awareness, observations by sharing your observations. То есть я понимаю, что я могу расширить диапазон доступного мне знания, опыта, если я попрошу вас поделиться своим знанием, если я обращусь к вашим знаниям, вашему опыту. But then we understand, well, we can collectively share our experience. Но далее мы можем понять, мы можем поделиться опытом друг с другом коллективно, все вместе. Then there are those who've lived before us who've dealt with the so-called big questions. А еще даже задолго до нас жили люди, которые также сталкивались с так называемыми вопросами вопросов. Or even in a scientific or technological sense, inherited wisdom, experience, gathered knowledge. Или даже в технологическом или научном смысле они накопили какой-то опыт, который все еще полезен нам. So that's been called collective human wisdom. И мы называем это совокупным знанием человечества. But then in the information age, the idea came, why don't we create a database? I mean, this is the heart of Google. Let's create a database that has the sum total of human knowledge and make it accessible, freely accessible to everyone. Но сейчас, в наше время, появилась идея, которая по сути стала основой Гугла. А давайте соберем все знание, что было доступно когда-либо человечеству и доступно сейчас, и сделаем это знание, всю эту совокупность человеческой мудрости легко доступной для каждого человека. Which is certainly an excellent idea. Конечно же, это превосходная мысль. But the all-important question is, what am I searching for? Но самый важный вопрос здесь, чего я ищу? It's one thing, you know, if I'm searching for a restaurant, a good place to eat, or a good price on some consumer item. Одно дело, если я ищу адрес ближайшего хорошего ресторана или же хорошую цену на какой-то предмет. One writer pointed out, he said, and in the age we live in, everything is known, but nothing is understood. Один писатель сказал, что в наше время известно все, но никто ничего не понимает. So the real question comes, what is it we are searching for? Поэтому самый главный вопрос здесь, чего мы ищем на самом деле? Like sometimes we're using, if you take it that beyond base material mundane necessities, we're searching for relationship, for love and affection. We may also employ search to find our counterpart. Например, если мы признаем, что помимо базовых потребностей жизни у нас есть потребности во взаимоотношениях, то мы можем также использовать технологии баз данных для того, чтобы найти себе подходящую вторую половинку. So we have sites like matchmakers.com. Поэтому есть сайты знакомств, такие как matchmakers.com. Where we can go and type in our ideal criteria of how we envision, imagine our counterpart and wait for the results. И на таких сайтах мы вводим, заполняем анкету, в которой указываем критерии, параметры, которым должна соответствовать наша идеальная вторая половинка, и потом с нетерпением предвкушаем результаты поиска. But beyond certain objective criteria, really we can say what we're seeking is something subjective. Но помимо понятных объективных критериев поиска, мы можем сказать, что на самом деле мы ищем чего-то субъективного. Love is not something that you can quantify. Любовь невозможно перевести в цифры. There isn't a mathematical
formula for love. Не существует математической формулы любви. Right? There isn't a scientific formula for love. Не существует научной формулы любви. Because if we break it down, objectively speaking, we would never enter in our search criteria, say, carbon-based life form, searching for other carbon-based life form to have intimate exchange. Ведь мы бы никогда не стали бы, опираясь на научные открытия, вводить следующие критерии поиска на сайтах знакомств. Я, основанная на углероде форма жизни, ищу близких взаимоотношений с другой, основанной на углероде форме жизни. As one scientist jokingly said, following this type of thinking to its logical conclusion, that he said, then we could say that human life, we're nothing more than promiscuous chemicals. Один ученый, следуя этой линии мысли до конца, сказал, что если действительно мыслить так, то можно сказать, что человек это не более чем набор проворных химических элементов. Sometimes it might appear that way. Иногда, конечно, кто-то может и показаться всего лишь набором элементов. When I was in India recently, I met with a couple of government officials, and they're very much influenced by Western thinking, some people in modern India. Не так давно, будучи в Индии, мне пришлось соприкоснуться с двумя правительственными чиновниками. И эти люди, как и многие в Индии, находились под сильным влиянием западных идей. And they like to express some sort of philosophical concept to you to impress you how modern they are in their thinking. И они хотели же, конечно же, покрасоваться, то есть дать понять, поумничать, дать понять, насколько они продвинуты в своих философских познаниях. So this one man in the midst of writing, he said, everything is quarks, it's just all quarks. Итак, один из этих чиновников, заполняя анкету, вдруг сказал, все это кварки, нет ничего кроме кварков. He said this in the most absolute way possible. И сказал это с абсолютной убежденностью. So I said, is your wife a quark? И я сказал ему, скажите, а ваша жена тоже кварк? And he was like, oh. Он растерялся. And his boss went, aha. Его начальник тогда подумал, ага. I said, is your wife a quark? Я спросил, ну как, так ваша жена кварк? And he went, yes. Ну да. I said, oh, then she will be very unhappy to hear that. Я сказал, она бы, наверное, очень расстроилась, услышав вас. Right? So there's something within us that says that we're something more than just aggregated quarks, promiscuous chemistry, and carbon-based life forms. Поэтому есть что-то внутри нас, что подсказывает нам, что мы нечто большее, нежели совокупность кварков или проворные химические элементы, или даже основанная на углероде форма жизни. But we're in the throes of something called the seduction of the spirit. Однако мы сейчас страдаем от так называемого соблазненного духа. We're being seduced into thinking that we're, how do you say, consumers. Нас заставляют считать себя потребителями. And that we'll find happiness and fulfillment through consumption. Нас заставляют думать, что мы обретем счастье через потребление. And this is where the artistic project has been, what's the word, prostituted. И именно здесь происходит проституция искусством. And you can read this is from Arthur Miller, saying, in the modern world, where are we getting our concepts? From great artists, thinkers, sages? No, from advertising. И один человек, Артур Миллер, сказал, откуда в наше время мы получаем свои главные идеи от великих мыслителей и писателей? Нет, из рекламы. Can you translate that? И дословно его цитата, его слова таковы, что
средства массовой информации и реклама – это главные виды искусства в наше время. Именно они придают форму сознанию людей в гораздо большей степени, нежели подлинное искусство. So, where do we get our concepts from? Advertising. Итак, откуда мы с вами черпаем свои идеи из рекламы? This should be familiar to everyone. Наверное, все знакомы с этим. MasterCard, master of the possibilities. MasterCard, стань хозяином своих возможностей. Why do you think they call it MasterCard? А иначе, почему бы они назвали ее MasterCard? They're flattering us Они льстят нам, with humanistic sloganeering. используя лозунги гуманизма. Because we overcame, the previous, slave mentality of the Mid Ages. Они тем самым говорят нам, мы сумели преодолеть арабское настроение, царившее в Средневековье. Right, and we bought into this democratic idea that we're all masters. А сейчас мы купились на эту демократическую идею, что мы все хозяева. You see, this is a consistent theme of humanistic sloganeering used to seduce the spirit. Мы видим, что именно эта идея пронизывает все лозунги гуманизма, это объединяет их всех, соблазняет нас. But what is the promise of the internet? But in a similar theme, to make accessible all things at all times to all people. И ведь, по сути, в чем идея интернета? Идея – это обещание сделать любые предметы легко доступными в любое время для любого человека. And what should be our guiding? Война. That's why I should just do it, because I'm worth it. Вот почему я должна просто сделать это, ведь я этого достойна. I'm the master. Я I'm хозяйка. the master of all possibilities, so I just do whatever I want, because, damn it, I'm worth it. Все принадлежит мне, поэтому я могу делать все, что угодно, потому что, черт побери, я этого достойна. Here's the quarks turning into. Вот кварки превращаются в девушек. Well, she might be worth it. Ну, может быть, она этого и правда достойна. One company, they went so far as to express this in the ultimate shameless, naked expression of consumerism. Одна компания в выражении своих лозунгов дошла до крайней степени, с крайним бесстыдством, совершенно неприкрытым, откровенным образом они выразили эту страсть к потребительству. Expressed in this formula. И они сформулировали эту формулу. Total indulgence, zero guilt. Дозволено все, никакой вины. I didn't make this up. Я не придумал это. This is actually their slogan. Это на самом деле их лозунг. You might wonder, what was it slogan for? Вы можете заинтересоваться, ради чего они придумали этот слоган, что рекламируют? Weight Watchers. Weight Watchers, people who are fat. Это для того, чтобы продукты для того, чтобы следить за своим весом, для желающих похудеть. So it's unthinkable to tell them you might have to undergo some sort of behavioral change. То есть они убеждены, что немыслимо предлагать полным людям что-то изменить в своей жизни. Just remain as you are. Оставайтесь, какие вы есть. As obese as you are, you won't have to change anything. Такие же ожиревшие, как вы есть, нет нужды менять что-либо. But this starts falling apart. Но это начинает разваливаться. Because there's one element they're forgetting. Потому что они забывают об одном элементе. And that is the axiom that for every action there's an equal and opposite reaction. Об аксиоме. Каждое действие влечет равное противодействие. Right? This is true in physics and expressed in the Eastern conceptual way as karma. Это закон физики, а в восточном мире об этом же принципе говорят как о законе кармы. Right? Someone wrote a book with the title "Why Do Bad Things Happen to Good People?" Есть книга, которая называется «Почему с хорошими людьми происходят дурные вещи?» And the word karma. Ответ в одно слово – карма. So anyway, this is a few of the slides we wanted to show you today. Таковы некоторые из слайдов, которыми мы хотели бы поделиться с вами сегодня. They can turn that light on now. Теперь можно включить свет. And what we'd like to do is take any questions that you might have.
Включите, пожалуйста, свет. А теперь, что мы хотели бы сделать, это ответить на вопросы, какие у вас могут быть. And it can be about what we've discussed or what we've not discussed. Вопросы могут касаться того, о чем мы говорили, или любых других тем. Even a little more light. Может быть, даже чуть больше света, если еще есть. Yes. Что вы имеете в виду под словом карма? What do you mean under karma? Well, as I told, expressed from the Western perspective, it's for every action there's an equal and opposite reaction. Как я уже сказал, в западном мире эту идею выражают так: каждое действие влечет равное противодействие. But when you learn that in school, in science class, you know, they'll hit a table and say, when I hit this table, you know, it's resisting, you know, they express it in some sort of anecdotal example like that. Но когда этот принцип вам объясняют в школе, на уроках физики, то обычно показывают его только на простых, наглядных примерах. Например, вот я давлю на этот стол с такой же силой давит меня назад, и поэтому он никуда не двигается. But if we apply this principle to life and life circumstances, it will reveal many things. Но если мы применим этот принцип к жизни и различным ее обстоятельствам, то это многое нам покажет. Why someone is born in particular circumstances. Например, почему человек рождается в каких-то определенных обстоятельствах. In the Sanskrit literature it says, Tamasa bahu rupena vesita karma hetuna. At present, we're all wearing our karmic dress. Санскритские книги говорят, что каждый из нас сейчас одет в кармические одежды. In the form of the body that we're inhabiting. То есть различные тела, которыми наделен каждый из нас. So to be born in a particular circumstance is the beginning of one life, but it is the outcome of past actions. Поэтому, когда человек рождается в определенной форме и обстоятельствах, то это начало его новой жизни, но это также следствие его прошлых поступков. So there's an equal and opposite reaction for everything we do. Итак, что бы мы ни делали, мы получаем равное противодействие. Including like our diet, what we eat. И в том числе за то, что мы едим, какова наша диета. Like the Sanskrit word for meat is very interesting. Очень интересно то, каким словом на санскрите называют мясо. Called mamsa. На санскрите мясо звучит как мамса. Means mom means me and sa means he. Мам значит меня, а са означает он. As I'm eating you in this life, you'll get the opportunity to eat me in another life. Что означает, как я ем тебя сейчас в этой жизни, так и ты получишь возможность есть меня в будущей жизни. So then that might give one pause. И это может заставить человека остановиться. Think, do I really want to eat this that bad? Настолько ли сильно я хочу сейчас это есть? That's just a simple example. Это простой пример. But there may be karmic reactions for certain types of speech. Но кармические последствия приходят и за определенные слова. Affectionate speech or offensive speech. Можно говорить с любовью, а можно оскорблять. Affectionate thoughts, offensive thoughts. Можно думать с любовью, а можно думать дурно. So it means this principle can be applied in a very comprehensive way. То есть этот принцип можно применить ко всем областям. So at present, within us are the seeds of karmic reaction. И сейчас в каждом из нас заключены семена кармических последствий. That's why we told before this idea, why do bad things happen to good people? Именно поэтому некоторые люди задаются этим вопросом, почему с хорошими людьми происходят дурные вещи. There's nothing observable in this lifetime to warrant what they're experiencing. Ведь мы не видим, чтобы человек в этой жизни сделал что-либо, что стало бы причиной столь страшных страданий. So what it points to is past actions that are now fructifying at present in terms of negative reactions. Но это указывает на прошлые поступки человека, которые сейчас приносят свои плоды и, соответственно, приносят дурные последствия. Remember we said at the beginning, the artistic project, the spiritual project is to offer you
another perspective, another way of seeing. Помните, как мы сказали в начале, цель искусства и духовности – это дать вам новый взгляд. Right? Remember Socrates saying, the unexamined life is not one worth living. Помните, Сократ однажды сказал, жизнь, которая не была исследована, не стоит того, чтобы жить. So that's what we're talking about. It means examining our lives. Вот об этом мы и говорим, что нам необходимо исследовать свою жизнь. That's the hallmark of a progressive, thoughtful person, self-examination. Это отличительная особенность прогрессивно мыслящего, развивающегося человека, анализировать свою жизнь. We're offering you perspective to make that analysis from. И мы предлагаем вам точку зрения, с которой вы можете провести этот An анализ. alternate perspective. Альтернативная точка зрения. Yes. Скажите, вот, если, например, мои поступки не будут ли отражаться на моем ребенке, или у него уже своя карма? Или то, что вот я сделаю в этой жизни, будет также отражаться на ребенке? Will my bad actions will fructify in my child, or he has his own karma and my actions doesn't? There's individual karma and collective karma. Существует индивидуальная карма и коллективная карма. It's like, an airplane crashes, that's collective karma. Например, если падает самолет, авиакатастрофа, это коллективная карма. So your child is not your child by accident. Ваш ребенок стал вашим ребенком неспроста. Karmically speaking, they could only be your child. С кармической точки зрения он мог стать только вашим ребенком. And interesting, in Vedic literature, they talk about the consciousness of the husband and the wife at the time of conception attracts that particular soul to take shelter in the womb of the mother conception. В ведических писаниях описывается, что состояние сознания мужа и жены в момент зачатия привлекает определенного рода душу, чтобы она пришла, приняла прибежище в этой утробе. But ultimately, they're responsible for their karmic situation, and you're responsible for yours. Но в конечном счете ребенок сам отвечает за свои кармические обстоятельства, а так же, как вы отвечаете за свои. But there are other examples of collective karma. Есть и другие примеры Depending on коллективной. individual. Есть и другие примеры коллективной кармы и индивидуальной. Like, for example, a king. This is everything. I should qualify this. That everything I'm speaking is from a Vedic perspective. Prежде всего, я оговорюсь сразу, что все, что я рассказываю, я говорю с ведической точки зрения. If someone said, "Well, can you prove this objectively?" That's not my purpose. Если кто-то спросит, а можете ли вы доказать это объективным образом, моя цель вовсе не в этом. He's a mathematician, Gödel. Yes. As he said, there are many things that are true that can't be proven. Как один математик, Курт Гёдель, сказал однажды, по сути, есть многие вещи, которые истинны, но которые невозможно But I'm доказать. trying to give you some insight into this Eastern perspective of things. Поэтому я всего лишь пытаюсь приоткрыть перед вами завесу восточного взгляда на мир. And some of it, I think, is common sense. И я думаю, что часть этого – это здравый смысл. So they say, for example, a king was responsible for 1/6 of the karma of the citizens. И, в частности, например, говорится, что царь, король, отвечает за 1/6 кармических последствий своих подопечных. The good and the bad. И хороших, и плохих. That's why lawmakers or government officials, people who are making laws that are impacting people's lives, there's some karmic responsibility for that. Именно поэтому законодатели, люди, управляющие жизнями других людей, они несут кармические последствия за то, как они устраивают жизнь других. So the purpose of this is not to scare anyone, Но цель всего этого не напугать вас, but just to make us more thoughtful about what we do. но побудить нас чаще думать о том, что мы делаем. Yes. Скажите, пожалуйста, а насколько циклично долго действует закон кармы? И что достигает человек, осознав свою веру?
how cyclical, how long can law of karma exist or be effective, and what does person achieves by realizing his self? It lasts for the duration of the objective existence. Закон кармы действует на протяжении всего существования объективного And мира. even according to Vedic understanding, when the world goes in cycles of being generated, remaining for some time, and dissolving, and repeatedly going through that cycle. Ведическая точка зрения такова, что этот мир проходит циклы творения и уничтожения. То есть он рождается, проявляется, развивается, потом уничтожается, потом снова рождается, снова уничтожается, и так без конца. So those souls that were not liberated at the end of the universal cataclysm, according to their karma, they appear in the next creation. И те души, которые не сумели обрести освобождение, даже прожив до конца цикла существования Вселенной, до конца вселенского катаклизма, они снова рождаются в следующем цикле. So the good news is you keep getting repeated opportunities. И хорошие новости здесь в том, что вам снова и снова дают новые шансы. But the bad news is this cycle is perpetual. Но плохие новости в том, что этот цикл потенциально бесконечен. Now, but is there some way out? We're using the word liberation. Но можно ли как-то вырваться из этого круговорота? Мы используем выражение освобождение. Traditionally, people have engaged by trying to minimize or nullify the effects of karmic reaction by doing good, giving in charity, performing austerities. Традиционно люди стремились минимизировать дурные последствия своих поступков, совершая хорошие поступки, жертвуя, то есть занимаясь благотворительностью, совершая аскезы, Engaging in humanitarian activities. Занимались гуманитарной помощью. But ultimately, we're told the solution is to reconnect to the absolute center. Но в конечном счете, конечная цель жизни – это обрести связь с абсолютным центром. Where in one stroke, one single act, one can withdraw from the karmic plane of action and reaction and simultaneously serve all. И тогда, обретя эту связь, человек может одним махом, одним ударом не только прервать свою связь с этим миром действий и последствий, но и обрести связь с высшим миром. Because one is no longer acting selfishly or in an egocentric way, the seeds of karmic reaction become fried so they do not fructify. Потому что когда человек перестает действовать эгоистично только ради своего индивидуального блага, но ради высшего блага, в этот момент семена всех кармических последствий в нем поджариваются и значит не принесут плоды. So I think, well, that's a magic trick. Кто-то может сказать, но это какой-то волшебный фокус. It's a great advertisement, but is it true? Is it possible? Реклама очень привлекательна, но насколько это правдиво, насколько это реально? So a couple examples are given to help us understand its possibility. Чтобы помочь нам понять, что это возможно, приводится пара примеров. If you pour water on the root of a tree, through the trunk, all the branches, the twigs, the leaves are nourished. Когда мы поливаем корень дерева, то этим поливом мы питаем ствол дерева, все его ветви и листочки. You can try to water each leaf individually. Вы могли бы постараться полить каждый листочек сам по себе. It's not practical, neither is it substantial. Но это не практично, это не принесет реальной пользы дереву. Pour water on the root, they're all nourished. By putting all your energy in one place, everything is served. Но когда вы поливаете корень дерева, то все дерево обретает питание. Это пример того, как, посвящая все свои силы одному, вы приносите благо всем. Put food in the stomach, the whole body is nourished. Помещаете пищу в желудок и питаете все тело. Don't put food in your ear. Не засовывайте пищу в ухо. Maybe you have to tell children that. Детям, может быть, иногда и нужно это объяснять. Don't shove food in other parts of the body. Не пытайтесь засунуть еду в любые другие части тела. Put food in the stomach, and then the whole body is nourished. Но помещайте пищу в желудок, и тогда все тело обретет питание. Yes. Так все действия, получается, надо делать для верховной личности Бога, правильно я понимаю?
So then my understanding that all actions should be done for Supreme Personality of Godhead, is that right? Yes, the absolute center. Да, ради абсолютного центра. Because there's what we call egocentric and theocentric. Есть эгоцентричный подход и теоцентричный, богоцентричный подход. Ну, внешность The какую-то. local, parochial, provincial interest and the interest of the absolute center. Бывает локальный, местный, провинциальный интерес, а бывает абсолютный интерес, всеобщий. Ну, просто в Бхагавад-гите написано то, что Кришна является верховной личностью Бога проявления. But in Bhagavad Gita, does he have any form like in Bhagavad Gita? It's told that Krishna is actually the supreme personality. The absolute center is, first we have to understand what is its nature. Прежде всего, когда мы говорим об абсолютном центре, нам следует понять, какова его природа. And science, they're also trying to find the nature of the absolute source and center of everything. Наука тоже пытается отыскать абсолютный первый источник всего, абсолютный центр. Right? We're told that knowing that, what is the source of our origin, that will inform our life at present and allow us to establish goals. Ученые говорят, что когда мы поймем природу первоисточника, откуда все произошло, это позволит нам правильно оценить свою нынешнюю жизнь и правильно поставить перед собой цели. So I was on a flight from Beijing to New York. Однажды я летел самолетом из Пекина в Нью-Йорк. And sitting next to me was a computer scientist. А рядом со мной был ученый-компьютерщик. So I said to him, can you say with absolute certainty that the original source of all beautiful fragrance, aroma, has no olfactory capacity? И я спросил его, можете ли вы утверждать с абсолютной уверенностью, что первоисточник всех прекрасных ароматов сам лишен обоняния? He said, no, I can't say that. И он сказал, нет, я этого не могу сказать. I said, could you say with absolute certainty that the original source of all beautiful things to be seen cannot see? Я спросил его, а можете ли вы утверждать с абсолютной убежденностью, что первоисточник всего прекрасного, всего красивого лишен зрения? He said, no, I can't say that. И он сказал, нет, я не могу этого сказать. I said, we see so much beautiful form within this world. Can you say with absolute certainty that the original source of all beautiful form is formless? И я сказал, в этом мире мы видим столько прекрасных форм, прекрасных обликов. Можете ли вы сказать с абсолютной убежденностью, что первоисточник всего этого сам лишен формы? He said, no, I cannot say that. Он сказал, нет, я не могу этого сказать. As I look out in this room, I see it's full of gender, masculine and feminine. Глядя на эту комнату, я вижу, что здесь сидят и мужчины, и женщины. So, should we think the original source of all gender is neuter or neutral or genderless? Поэтому следует ли нам думать, что первоисточник всего должен быть чем-то среднего рода или же бесполым? Or is it more sensible to think the original source of all gender has a masculine aspect, a feminine aspect? Или же разумнее понять, что первоисточник мужского и женского начала сам должен обладать и мужским аспектом, и женским аспектом. Is not devoid of personality. Он не лишен личности. Why should the original source of personality be impersonal or devoid of personality? Ведь почему первоисточник личностей сам должен быть лишен личности, быть безличностным? So we see in ourselves, as I told before, we're seeking our counterpart. Ранее я уже говорил, мы все ищем свою вторую половину. Someone with whom we can have a loving, affectionate relationship. Кого-то, с кем мы сможем установить полные любви, нежности, взаимоотношения. But really, we're searching for an ideal. На самом деле мы ищем идеал. That's why the ideal, the Romeo and Juliet catches our imagination. Именно поэтому, когда нам представляют идеалы, такие как отношения Ромео и Джульетты, это захватывает наше воображение. But when we project the ideal on that which is less than ideal, we become
frustrated, disappointed, and ultimately unfulfilled. Но когда мы переносим свои идеальные ожидания на кого-то, кто не вполне идеален, то это неизбежно приводит к разочарованию, отчаянию и страданию. So the only one who can fulfill the ideal concept is the Absolute. Единственный, кто в состоянии сполна соответствовать нашим идеальным ожиданиям, это Абсолют. So Vedic understanding has it that the absolute center, the absolute source of everything is personified in the Krishna conception of divinity. Поэтому ведическая концепция утверждает, что абсолютный центр, абсолютный источник всего, центральное представление – это личность Кришны. Krish means attracting everyone through love, charm, beauty, and sweetness towards the center. Представление о Боге как о Кришне. Это слово Кришна означает тот, кто притягивает к себе своей красотой всех. And Na means nursing them with ecstasy, joy, ecstatic joy. Криш значит притягивающий к себе своей красотой, а она означает в ответ наполняющий их экстазом и счастьем. That person has patiently had their hand up for the entire. Да, там уже кто-то далеко и упорно тянет руку. Спасибо за терпение. I was just really afraid not to get my chance. That's why I was Okay. so patient in this way, holding my Alright. hand up. So actually, I have a question: whether you have your own guru and Have my own guru. yeah. And if you ever had a trip to India to ashram. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Вопрос я переведу на русский. Был ли у вас ваш личный гуру и доводилось ли вам путешествовать в Индию, в ашрам? Yes, I first established contact with Guru and say 40 years ago. Впервые я соприкоснулся со своим гуру примерно 40 лет назад. And I've been under the guidance of 3 gurus. И я следовал руководству 3 гуру. And lived in ashrams at various times over the last 40 years. И жил в ашрамах так или иначе на протяжении последних 40 лет. So, it's in Bhagavad Gita, Krishna tells us how to approach Guru. В Бхагавад-гите Кришна говорит нам, как следует обращаться к гуру. It says, Tad vidhi pranipatena pariprajnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshina. It says you have to approach those who are tattvadarshi. That means those who are seeing and experiencing reality, the truth. Он говорит, тебе необходимо обратиться к тому, кто таттвадарши, что означает узревший истину, соприкоснувшийся с истиной. There are some spiritual literature on display here at the exhibit. Здесь, на этой выставке, представлены некоторые духовные книги. It's very interesting. The literature is never said to be created by the so-called authors. И интересно, что об этих духовных книгах никогда не говорят, что они были сотворены, написаны теми, кого называют их авторами. But this word drishi, from where the word rishi comes from, we've heard very often the word rishi, like Maharishi. Мы часто слышим это слово риши, мудрец, например, махариши. Это слово происходит от слова дриши, узреть, видеть. It means to observe. Увидеть. So they consider themselves observers of reality. То есть эти люди называют себя теми, кто наблюдает реальность. That's why we began with this idea of giving new eyes, a new way of seeing, sharing that type of observation. Именно поэтому мы начали свою беседу с этой идеи, что необходимо обрести новое зрение, новый взгляд на мир. So really, the guru is the functioning principle of divinity revealing himself in this world. Гуру – это то начало, через которое безграничный являет себя в этом мире. Once my guru was giving a lecture, and someone challenged him by saying, if the finite can know the infinite, he's not infinite.
Однажды мой гуру давал лекцию, и один человек бросил ему вызов, сказав: если ограниченное может познать безграничного, то это не безграничный. And he responded by saying, if the infinite cannot make itself known to the finite, it's not infinite. На что тот ответил: но если безграничный не может раскрыть себя перед ограниченным, тогда он не безграничен. So therein lies the basis of theistic culture. И в этом состоит фундамент любой теистической культуры. The prospect that the infinite can make itself known to the finite. Перспектива, надежда, что безграничный способен раскрыть себя перед ограниченным. One of the books we published on his talks was called Sri Guru and His Grace. Одна из книг, которые мы издали по лекциям моего гуру, называется «Шри Гуру и его милость». And he begins with the maxim that to err is human. Эта книга начинается с фразы «человеку свойственно ошибаться». Right? That means that honestly, candidly, we acknowledge our imperfection, our flaws. То есть, если мы искренне, честны, то мы, разумеется, признаем свое несовершенство. Мы склонны ошибаться. So he says, to err is inevitable for all, being not perfect. И он продолжает: поскольку все несовершенны, то они совершают ошибки. But then here's an interesting, somewhat paradoxical notion. Но здесь возникает своего рода парадокс. That although we acknowledge that we are imperfect, there's an element within us that seeks perfection. А именно, даже признавая с одной стороны свое несовершенство, какой-то элемент внутри нас стремится к совершенству. But that element to seek perfection is tiny, it's small. Но этот элемент, стремящийся к совершенству внутри нас, очень мал, слаб. Or weak. Слаб. Right? Otherwise we would have perfection Иначе- easily, immediately. Иначе мы бы легко, моментально достигли совершенства. So it points to the fact that we have to go outside of ourselves to seek perfection. И это указывает на то, что за помощью в достижении совершенства мы должны обратиться к тому, что вовне нас. So in this book he says, this makes room for the guide or the guru. И он продолжает: именно это делает необходимым появление проводника, гуру. So really the guru is the absolute descending and relative circumstance. Ведь гуру на самом деле это абсолют, когда он нисходит к нам в относительные обстоятельства. Yes. Что вы можете рассказать о сверхспособностях человека, таких как ясное видение или, например, видение с закрытыми глазами? What can we say about super abilities of people, let's say clairvoyance or seeing with eyes closed? I'm not going to talk about their methodology. Я сейчас не буду говорить о методиках этого. Our interest is substance. Нас интересует суть. So what have you got to offer conceptually with your eyes closed or open or otherwise? Нас интересует следующий вопрос к любому человеку. Неважно, смотрите ли вы, видите ли вы что-то с закрытыми глазами или с открытыми, что вы видите, что вы можете нам рассказать. In the modern world, most of it is we dismiss as being hokum. В современном виде большую часть того, что нам говорят люди, демонстрирующие такие возможности, это что-то поверхностное. But we have to learn to examine substance. Но нам необходимо исследовать самую суть. So now we'll go back to a time when such things were reliable. И здесь мы возвращаемся к тем временам, когда подобные вещи были надежными источниками. Like the book Bhagavad Gita. Например, есть книга Бхагавад-гита. The Bhagavad Gita is spoken by one Sanjay. Бхагавад-гита — это книга, строго говоря, рассказанная человеком по имени Санджая. By his own admission, he's not on the battlefield where this conversation is taking place. И по словам самого Санджаи, он не присутствовал на поле битвы, где происходила беседа, описанная в книге. But he says, by the mercy of Vyas, I heard this conversation. Но, продолжает он, по милости Вьясы я услышал эту беседу. Right? So, by mystic transmission, he could hear the conversation. То есть, благодаря мистической передаче он сумел услышать эту беседу. Now, people will examine the substance of Bhagavad Gita.
И люди стараются исследовать суть Бхагавад-гиты East and West. и на Востоке, и на And they Западе. find so much substance there that the method of transmission is irrelevant. И они обнаруживают, что в этой книге столь много сути, столь много глубоких вещей, что совершенно не важен метод, средства, которым эта книга была явлена. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yes. Можете рассказать о значении женщины в ведических писаниях? Could you please tell about the meaning or importance of the woman according to Vedic scriptures? Well, there's women in the objective world and women in the subjective world. Можно говорить о женщине в объективном смысле и о женщине в субъективном смысле. This is very often misunderstood by Western prejudice. Часто западные предрассудки не позволяют нам увидеть этого. Or in the modern perspective, they're looking at a debased culture that no longer resembles what it was originally. Ведь зачастую современные люди смотрят на жалкие остатки восточной культуры, которая совсем не похожа на ту, какой она была когда-то. So they'll say, oh, the women, they didn't have rights. И поэтому, глядя на восточную культуру, они говорят, у женщин не было никаких прав. The part they leave out, though, is that the woman, the mother in the family, controlled everything. Но при этом они упускают из виду тот факт, что даже будучи формально лишенной этих прав, женщина, мать семейства, контролировала все. Why, if she has no right? Почему, если у нее нет никаких прав? Because people, the children, husband, they're obeying her because of love and affection. Потому что и муж, и дети, все родственники подчинялись ей благодаря силе ее любви. Once you introduce the concept of rights between men and women, love is not really a factor. Как только вы начинаете говорить о правах во взаимоотношениях мужчины и женщины, любовь исчезает. See, if you're obeying someone or dealing with them in a just and fair way because of some right, a contract, a law, that's not love. It's something else. Ведь если вы служите кому-то, подчиняетесь кому-то не из-за любви, но потому что так записано в контракте, потому что это справедливо, потому что это правильно, то это не любовь. But I'm not here to argue the merits of an ancient system of social organization. Но я ни в коем случае не собираюсь защищать здесь древние системы общественного мироустройства. Interestingly, in the Krishna conception, now we're talking in the subjective world, the females, as in Radha Krishnas, occupying the highest position. Но, что интересно, в духовной реальности, в высшем мире, именно женщины, когда мы говорим о высшей концепции, как о Радха Кришне, именно женщины занимают высшее положение. So all of our gurus and their spiritual identity are female. Поэтому все наши гуру, даже если они мужчины в этом мире, в своем духовном я, в духовном мире женщины. And the maximum praise and emphasis is being placed upon female qualities. И здесь мы можем говорить о славе чистых женских качеств. So we cannot conceive of Krishna, the supreme male, without Radha, the supreme female. Поэтому мы не можем и вообразить себе Кришну, высшего мужчину, не говоря о Радхе, высшей женщине. So any conception of divinity minus the feminine aspect is a partial conception. Поэтому любое представление о Боге, в котором нет представления о его женской половине, это частичная идея. In this sense, Radha is the better half of Krishna. И в этом смысле Радха – это лучшая половина Кришны. As if the absolute good could have a better half. Если только у Абсолюта может быть лучшая половина. So one meaning of Krishna is all attractive. Одно из значений слова Кришна – все привлекающий. Everyone is being attracted, drawn in attraction towards the infinite center. Все испытывают неудержимое влечение, тягу к нему, к абсолютному центру. But he is drawn in attraction
toward his feminine counterpart. Но он испытывает влечение к своей женской второй половине. Okay. Прабхупада всегда пишет, что он за саньяси и брахмачари. То есть вопрос имеется в виду отдохнуть женщинам 27 дней, рождение детей. Prabhupada is always writing that he is for brahmacharis and sannyasis. So the question is whether a woman should give birth to children and to family. He is always giving encouragement to those who are enthusiastic to exclusively dedicate themselves to spiritual pursuit. Прабхупада всегда старался вдохновить тех, кто чувствует вдохновение, кто чувствует склонность к тому, чтобы полностью посвятить себя духовному поиску. Last I checked, every brahmachari and sannyasi had a mother. Но в последний раз, когда я проверял этот факт, это все еще было верно, что у каждого брахмачари и саньяси есть мама. В шаманизме курит марихуану не считает ли господин то, что она является как раз открыванием глаз на истину? In Shivaism, they smoke marijuana. Do you think it's a way to open eyes to the truth? No. Нет. That's a bogus idea. Это ложная идея. There's nowhere in Vedic scripture where intoxication is recommended as a means of spiritual realization. Нигде в ведических писаниях вы не найдете примера, чтобы интоксикации советовались в качестве средства духовного понимания. These people, it doesn't mean they don't do that, but it's not recommended. You can't show anywhere in the scriptures where it's been recommended as a means of spiritual Есть realization. масса людей, которые курят марихуану и считают это духовным, но нигде в Писании, в достоверных источниках вы не найдете таких рекомендаций. It's as absurd as saying that by drinking vodka you can become spiritually realized. Эта идея столь же абсурдна, как идея, что выпив водки, вы обретете духовное понимание. Right? Or shooting heroin is a spiritual experience. Или что принимая героин, вы обретете духовное понимание. But people have they believe, marijuana is somehow sacred. Но люди почему-то придерживаются такого мнения, что марихуана почему-то считается священной. The bottom line is it's a finite substance. Но суть в том, что марихуана, какой бы она ни была, ограниченная материальная субстанция. It's a mundane substance. Материальный предмет. And mundane substance cannot give spiritual substance. И никакая материальная субстанция не даст вам духовной субстанции. Ее создали сознание, правильно создали боги. But it was created by consciousness, by gods. Everything's created by God. Все создано богами, все. Right. So, but that doesn't mean that it's a means of spiritual realization. Но это вовсе не означает, что все является средством для духовного осознания. Animals are created by God. И животные тоже созданы богами. Someone can say eating meat, that's the way to spiritual И realization. кто-то мог бы сказать, значит, есть мясо, это путь к духовному осознанию. Why not? Почему нет? It's created by God. Это же Богом создано. Ну, кто-то доходит через это, конечно. Somebody is coming through that. Познания There are many разные. ways of knowledge. There are many ways of knowledge, but we're making a distinction between knowledge and spiritual substance. Есть много путей познания, но мы проводим границу между знанием и духовной сутью. If someone is a mediator, Просто духовно. by undergoing certain ritualistic practices, they may be able to elevate themselves within the mundane realm. То есть какой-то человек, следуя каким-то своим ритуалам, может возвысить себя в рамках материального мира. But the point remains, matter cannot generate spirit. Но все равно остается верным важнейший принцип: материя не порождает дух. Whatever it is, Любая материя cannot generate spirit. не порождает дух. Right? Наоборот, конечно. Но просто можно не искать гуру, можно не искать гуру, можно Модель. просто сесть и все в себе. Всё But как then бы. it's not necessary to search for guru. One can just sit and find everything inside himself. How Как do это those things связано? connect? Как эти две вещи связаны? Ну, то есть просто можно не искать. Look, людей, Mozart то есть мы не Mozart had a У teacher. Моцарта был учитель.
Right? You could say, oh, just let him go on, he doesn't need a teacher. Кто-то мог бы сказать, да нет, пускай сам занимается, учитель ему не нужен. He has all this musical ability and talent with him, he doesn't need a teacher. У него уже есть музыкальные способности, талант, зачем ему учитель? And wait, that's true. But even Mozart had a teacher. Но даже у Моцарта при этом был учитель. Because having a teacher, he can bring out his latent talent. Потому что именно учитель сумел раскрыть заложенный в Моцарте талант. So there are instances of highly realized souls descending in this world, and we can say, for the sake of example, they don't need a teacher. И поэтому есть какие-то случаи очень высоко осознавших себя душ, когда они не сходят в этот мир, и давайте скажем так, им не нужен учитель. But someone who's in a relative position of ignorance will accept a teacher. Но тот, кто находится в относительном невежестве, примет учителя. And this is true for everything. И это верно в любой области. If you want to learn how to do anything in life, если вы хотите научиться хоть чему-то в we жизни, can say, no, there are some people, they're self-taught. кто-то может сказать, да нет, но есть же люди, которые сами всему научились. That will be very rare. Это очень редко. For everyone else, they will undergo some system of education under the guidance of a teacher. А все остальные так или иначе получают образование, а это означает руководство учителя. It's just common sense. Это здравый смысл. Так учитель тоже материальный, правильно? But teacher is also material. Конечно. No, then you misunderstand. You're conflating spirit and matter. You're mixing these two things. Нет, значит вы неправильно поняли то, о чем говорилось ранее. Вы не видите разницы между материей и духом. A guru is not a mundane teacher. Гуру – это не материальный учитель. Right? It's divine inspiration passing through an agent to a student. Но гуру – это божественное вдохновение, которое через учителя не сходит к ученику. There's divine agency in the background. У гуру есть божественная поддержка. It's spiritual revelation. Это духовное откровение. It's not on the basis of someone's acquired experience or knowledge. И положение гуру не зависит от приобретенного этим человеком в жизни опыта. So you have to listen to these concepts carefully. Поэтому вам нужно внимательно прислушаться к этой We told идее. before, the infinite making itself known to the finite. Мы ранее говорили, что гуру – это то, посредством чего безграничное раскрывается перед ограниченным. So the infinite can infuse the finite with spiritual substance. Безграничное способно пропитать ограниченное духовной субстанцией, But not the inverse. но не наоборот. Как считает в данный момент наш гуру, стоит ли, к примеру, ребенка давать в нашу современную школу, или стоит все-таки наделять его какой-то собственной мудростью, заниматься с ним как-то более, самообучением заниматься What больше? is your position now in modern circumstances? Should one give his child to an ordinary school for education, or should one try it in some other way to give him his knowledge, wisdom, educate him? I believe it's the responsibility of spiritually progressive parent to expose the child to spiritual culture, to give them spiritual education. И я считаю, что главная духовная ответственность духовно растущего родителя – это дать ребенку возможность соприкоснуться с духовными идеями. How you do that is according to your means. А как именно вы это сделаете, зависит от доступных вам возможностей. But as it would be considered unconscionable not to educate a child materially, it's unconscionable not to educate them spiritually. Но в той же степени, как считается чем-то дурным, если мы не даем материального образования ребенку, столь же дурно не давать ребенку возможности соприкоснуться с духовным. But it means primarily to give them exposure to spiritual concepts. Но духовное образование главным образом заключается в том, чтобы дать ребенку возможность соприкоснуться с Just like духовными you do with концепциями. culture. А так же, как и культура. You take your child to a museum, they get to see art. Например, вы приходите с ребенком в музей, и он видит картины. How they're going to respond to that or how seriously they're going to take that, that's up to them individually. Как он к этому отнесется, насколько серьезно для него станет искусство, это выбор самого ребенка. But at least you can say, well, I gave them exposure. Но, по крайней мере, вы можете сказать за себя, я дала ему эту возможность.
So by giving them exposure to spiritual literature, spiritual programs, spiritual personalities, then you're doing your duty. Поэтому, когда вы даете человеку, ребенку, возможность соприкоснуться с духовными книгами, с духовными людьми, с духовными программами, то этим вы, можно сказать, исполняете свой долг. But how, whether they will connect with it, respond to it in a positive way, develop it, that's their prerogative. Но захочет ли ребенок дальше следовать какому-либо из этих путей, заинтересуется ли этим, отнесется к этому хорошо или негативно, это выбор самого ребенка. But at least you can say, well, I did my duty. Но, по крайней мере, тогда вы скажете, свой долг я исполнила. It is important non-interference, Но важно не вмешиваться, not to meddle, не мешать. not to try and impose a concept on someone involuntarily. Не навязывать кому-либо какие-то идеи без его воли. They have the right to pursue that according to their own compulsion. Ребенок имеет полное право следовать этим идеям по собственному побуждению. It's better for it to be natural И лучше, чтобы это было естественное стремление, than not forced. а не навязанное.